Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Бараны срочно отправляют Дилана в больницу и сообщают остальным. Все будут потрясены этой новостью. Госпожа Сабиха убеждает господина Кудрета, что чем дольше я так жду, тем хуже мне становится, и они вместе идут в больницу. Они забирают Дилана, тут же вмешиваются и вызывают гинеколога, сообщая, что состояние ребенка критическое. Баран снаружи несчастен, и Ферат и Джихан пытаются его успокоить и поднять боевой дух. Гуль Джевдет оставляет братьев и говорит: «Позвольте мне сообщить вам». Харун готовит кофе для Ясмин и приносит ей. Но когда Ясмин возражает, что я не могу пить кофе все время, потому что он мне нравится, Харун говорит: «Все равно я не видел, чтобы ты сегодня пил хакве», и встает. Пока Джевдет и Цеврии едят соленые огурцы, Гуль звонит им и сообщает. Когда Цеврии немного паникует, Гуль вешает трубку и говорит, что с ними все в порядке, и они вместе идут в больницу, чтобы навестить Дилана. Когда новостей долгое время нет, Баран теряет терпение и начинает кричать. В этот момент выходит врач и говорит, что Дилан в хорошем состоянии, но риск для малыша сохраняется. Когда Бэрон спрашивает, может ли он его увидеть, врач предупреждает его не рассказывать о состоянии ребенка, чтобы он не расстраивался, что его отвезут в обсерваторию, когда вмешательство закончится. Пока мы думали о том, как осчастливить Барана Дилана, чтобы он мог бороться за нашего малыша, приходят госпожа Сабиха и господин Кудрет. Когда Сабиха спрашивает о Дилане, Баран говорит, что с Диланом все в порядке, но когда он не может рассказать ей о ребенке, Ферат говорит, что риск для ребенка все еще существует. Господин Кудрет говорит: «Сынок, это пройдет, не волнуйся, он сильный, как и его родители, в конце концов, он несет твои гены». Госпожа Кадер приносит суп Хасану и госпоже Азаде, но госпожа Азаде не хочет его есть. Наоборот, пока Хасан жадно его ест, она спрашивает, есть ли перец чили. Когда госпожа Азаде и госпожа Кадер переглянулись, Хасан бросает пить, говоря, что у него этого нет. Госпожа Азаде просит позвонить Хасану, и когда она звонит Ферату, он узнает, что произошло, и рассказывает Гэже Азаде. Когда госпожа Азаде очень расстраивается из-за ребенка, Хасан покидает особняк со словами: «Так не будет, я пойду в больницу и проверю ситуацию». Пока Ферат плачет в больничном саду, к нему приходит Гуль и спрашивает, что с ним случилось, когда он увидел его состояние. Когда Ферат думает, что мы счастливы, возникает другая проблема, и он говорит: «Мне надоело». Гуль поддерживает ее, говоря: «Давайте помолимся за Дилана и ребенка». Бэрон входит в Дилан, и пока Дилан спит, Баран ласкает ее волосы и держит ее за руку, говоря: «Просыпайся как можно скорее и пойдем домой, Дилан». Он обещает Дилану: «Пойдем отсюда с нашим ребенком, мы обещаем, что сделаем все, что ты захочешь». Затем Дилан гуляет по пляжу с Бараном, прижав живот к носу. Поглаживая Дилана по голове, Бэрон говорит: «Я знаю, ты меня слышишь», и говорит своим детям: «Папа, мы с нетерпением ждем встречи с тобой, держись». Тем временем приходит медсестра и уводит Барана, чтобы дать ему лекарство. Когда Баран выходит, госпожа Сабиха спрашивает, как поживает моя дочь, и говорит, что Баран спит, ей сейчас дали обезболивающее. Тем временем приходят Джевдет и Цеврии и говорят, что выздоравливайте скорее. Когда Баран говорит: «Я бы хотел, чтобы ты до сих пор не устал», Цеврии говорит: «Я буду с тобой в такой день, я не оставлю тебя одного, мы возьмем наших малышей вместе и подержим их на руках». Потом они очень расстраиваются, когда узнают, что состояние малыша критическое. Хасан приходит к ним и говорит, что не может оставаться в особняке, и Цеврии становится не по себе, когда она видит его. Господин Кудрет спрашивает, рассказал ли вам Дилан, как произошел несчастный случай. Когда господин Кудрет спрашивает, как это произошло, Баран отвечает: «Это то, что сказал Дилан». Когда Бэрон говорит: «У меня плохое предчувствие, машина в хорошем состоянии, как такое может случиться», господин Кудрет отвечает: «Я буду следить за этим, не волнуйтесь».
Баран спрашивает Ферата: «Не пренебрегайте семьей водителя, погибшего в аварии, вас это волнует?» Ферат говорит, что мы обо всем позаботились, не волнуйтесь. Хасан уходит от них и говорит, что пойдет в столовую. Хасан звонит Джавахиру и сообщает, что Дилан рассказал ему, как произошла авария, и они говорят, что это будет включено в отчет о происшествии. Если он опубликует этот отчет, Беран говорит, что сделает мир для нас несчастным. Как только Джавахир вешает трубку, он звонит Шаиру и приказывает Барану переодеть его до того, как он получит отчет о происшествии. Пока госпожа Сабиха наблюдает за Бараном и Диланом из окна, Баран говорит: «Вы должны быть сильными, моя дочь будет сопротивляться той силе, которую она получила от вас. С Божьего позволения моя дочь станет матерью, а я буду бабушкой. Баран Дилан была так взволнована с тех пор, как узнала, что собирается стать матерью. Если бы она только узнала о состоянии ребенка, ее мечты и надежды были бы потеряны. Пока госпожа Сабиха говорит: «Не волнуйтесь, с ними все будет в порядке, с вами тоже», медсестра позволяет увидеться двум людям. Беран держит руку Дилана и говорит: «Давай, сопротивляйся еще немного». Когда Дилан шевелит пальцами, Беран взволнован и говорит: «Открой глаза, я здесь». В этот момент Дилан медленно открывает глаза и пытается сказать «детка», в то время как Беран заставляет его замолчать, говоря: «Не утомляй себя». Затем, когда Сабиха сообщает мисс Дилан, что она проснулась, Сабиха подходит к ней и целует Дилан, называя ее моей прекрасной дочерью. Дилан спрашивает Берана, как поживает наш ребенок. Госпожа Сабиха выходит рядом с Диланом и сообщает людям снаружи, что Дилан проснулся. Все обнимают друг друга и празднуют эту новость. Когда Дилан настойчиво спрашивает, как поживает наш малыш, Беран отвечает, что у нашего малыша тоже все очень хорошо. Когда Дилан говорит, что мне удалось защитить своего ребенка, Беран говорит: «Да, дорогая, ты это сделала». Дилан хочет пойти домой, и когда он говорит, что наш ребенок скучает по нам, Беран говорит: «Скажи ему, чтобы он подождал еще немного», и Дилан говорит: «Хорошо, я скажу ему». Приходит медсестра и забирает Дилана, чтобы позаботиться о нем. Когда Баран покидает Дилан, все смотрят на его рот и, видя его печальное состояние, спрашивают господина Кудрета, есть ли что-то, о чем мы не знаем. Барана там нет, но как только Дилан открыл глаза, он спросил меня о своем ребенке и объяснил, что я солгал жене, и это меня сильно задело. Хотя господин Кудрет говорит, что вы сказали это ради своей жены, Джихан также говорит, что это не ложь, мой брат, моя тетя и ребенок будут очень хорошими. Пока Дилан лежит, все подходят к ней. Когда Гуль приходит к Дилану, она не может сдержать слез. Дилан с подозрением относится к плачу Гуля. Чтобы больше не останавливаться, Гуль выходит и говорит: «Я позвоню маме, она ждала новостей». Баран не покидает голову и руки Дилана. Гуль очень расстраивается, когда Дилан говорит, что с нами все в порядке, и задается вопросом, что бы произошло, если бы она узнала о состоянии своего ребенка. Когда господин Кудрет говорит: «Я увижу свою невесту», госпожа Сабиха говорит: «Я тоже», и они вместе входят в Дилан. Господин Кудрет отзывается о своей невестке, как о настоящей корабейской даме. Всеобщее печальное состояние заставляет Дилана задуматься, не случилось ли что-нибудь с моим ребенком. Затем, когда я спрашиваю, что с тобой не так, ты что-то от меня скрываешь, госпожа Сабиха отклоняет этот вопрос, говоря: «Нам очень жаль, что с нами будет дочь». Беран уходит, оправдываясь тем, что хочет пить, и расстраивается на улице, говоря: «Как я могу сказать вам, что жизнь нашего ребенка в опасности?» Харун с удовольствием поет и убирает. Ясмин говорит, что понимает, что Харун за нее, и добавляет в суп кукурузу, зная, что он этого не хочет. Выйдя из больницы, Джевдет и Цеврии предупреждают Гуля, чтобы он позвонил, если будет какое-то развитие событий. Когда Беран спрашивает, случилось ли что-то с моим ребенком во время просмотра Дилана, он отвечает, что не знает, что сказать.
Если Джихан Баран не возьмет себя в руки, моя тетя это заметит, и когда она скажет, что из-за этого невозможно скрыть это, Баран согласится с Джиханом. Тем временем господин Кудрет передает отчет о происшествии Барану. Однако в отчете было написано, что это было непреднамеренно, а произошло из-за ошибки водителя и небрежного отношения к техническому обслуживанию. Но людей там это не убеждает. Харуна беспокоит слова Ясмин, все в порядке, и когда он спрашивает, беспокоит ли вас что-нибудь, Ясмин отклоняет это, говоря, что это просто сезонные изменения, и уходит, потому что на плите есть еда. Пока Дилан во сне повторяет детка и говорит: «Я здесь, я с тобой, не оставляй свою мать», Баран говорит Дилану: «Проснись». Дилан просыпается, вздрогнув ото сна, он не может сказать: «Мне приснился очень плохой кошмар, я терял ее», затем спрашивает Барана: «Скажи Барану, что с ним что-то случилось, ты что-то скрываешь от него мне». Баран смотрит на Дилана, не зная, как ответить на этот вопрос. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.